Приветствую, дорогие зрители! У нас начинается второй день соревнований. Сейчас примерно 2 часа дня по местному времени. Опять же, через 2 или 3 часа мы выезжаем уже непосредственно на площадку, где будут проходить игры. И, конечно же, сегодня нас ждет, наверное, один из самых важных матчей в первой стадии. Это матч Na'Vi против команды Virtus.pro. Напоминаю, что вчера у нас поляки обыграли команду G2, причем без шансов, без вариантов. Все очень сильно удивились. Дело в том, что такой игры от Virtus.pro никто не ожидал. Собственно, как и от команды G2, которая в интернете обыгрывала абсолютно всех. Отличный результат показывает на ESL Pro лиге и, в принципе, наверняка поедет как раз-таки защищать французские флаги на этом супер важном турнире. Но вчера они проиграли, и поляки вышли вперед, собственно, как и Na'Vi. И вот сегодня, опять же, на одной карте, скорее всего, это будет, опять же, карта Death Train, возможно, или Inferno, поживем, увидим, сразятся наши парни. Ну и совсем скоро, надеюсь, они присоединятся к нам на эти прекрасные диваны, и попытаемся мы немножко поговорить о сегодняшнем матче и о том, чего стоит ожидать от Virtus.pro. Мы чуть не залили нашу карту Overpass, вы помните. Она была первой, мы ее вытащили, там, вырвали, ну, там, на опыте, на скилле, все отлично, но мы были близки к тому, чтобы ее проиграть. Почему? Потому что у нас не было вот этого микро даже тимтолка, который нам дает вот такую, знаете, со всех сторон фокусировку в одну точку. Эту точку я называю вот это чемпионское состояние. Подготовка началась еще в начале года. Сейчас ваша задача, вот эти вот сколько тут осталось часов, за эти часы надо максимально настроиться. Максимально. Что я называю, что я имею в виду? Не должно быть, ребята, никакого, абсолютно ничего другого, кроме того, что может вам помочь выиграть турнир. Поможет турнир вам выиграть только исключительно ваша, ну, конечно же, ваш скилл, который вы уже наиграли, и, скажем так, ваш командный дух, ваш командный настрой на эту победу. Как вы будете себя реализовывать и проявлять как команда, каждый в отдельности. Сыграем свою игру. Парни, одну карту не кажется. Да. Тоже не пойму, где мой мозг сейчас. Зевс пишет мне через день: Сеня, помоги настроить стрим, типа. Ну, так по-быстрому. Я думаю, он готов, значит, стримить, типа. Я проснулся с постели, я захожу к нему в TeamViewer, короче, настраиваю XSplit, там, камеры, типа, но его нету. Но я такой, окей, запускаю. Запускаю стример. А я голый. А те сразу голый ходят. И Сеня мне пишет: мы прямо в эфире. Я говорю: ты что, я голый хожу. А как потом не сделали мемы там? Я вот тоже думаю. Мы его быстро удалили. Я охерел, думаю, ну сейчас начнется. Тигрица, голый. Даже не в трусах? Не в трусах даже. Красавчик ты, да? Стример. Как подписчик, как увеличить рейтинг? Так, надо думать. Сразу оп. Бля, снимай штаны. Я знаю, снимай штаны, чувак. Ты играешь на ринке 1-1, короче, кто проигрывает. На раздевании. Перед компом. Ну да, но единственное то, что когда каждый раз я выигрывал, там походу надо было скриншоты задевать или Не, что-то. тебе не надо, если ты стримишь. Не, просто там деньги что-то не возвращались, ты когда выигрывал. Нет, там есть задержка какая-то. Там тип должен результат подтвердить, он может не подтверждал. Он автоматически Не, я не согласен, я не проиграл. Он через сутки Никто не видит. подтверждает. Ну, если он не подтверждает. Ну, зайти на аккаунт посмотреть. Вообще, если разобраться, тема прикольная. Да. Вообще ни в какой команде, но пошпилишь на бомбу, на 1-1 зарабатываешь бабло. Ну, античит, в этом проблема. Ну да. Проблема Counter-Strike в том, что тупо нету античита. Ну, они же борются с этим, сейчас все равно уже поменьше стало. Но все равно вот эти гомосеки, которые появляются. Есть такие читы, которые очень тяжелые. Ну смотри, какая приколка. Там, нет, ну смотри, знаешь, Даня, вот есть типа вирус, да, в компе, есть антивирус. Вот такая постоянная борьба происходит. Я это понимаю, прикол просто в том, что я знаю, что это такое, сталкивался с этим. Я когда, блядь, проводил когда Зевска, вот эти, ну, чипы свои, я смотрел
Ну что ты жжешь? Ну, с видео того. Учителя? Как ты сталкивался с ним. Но прикол не в этом. То, что наезжал, то я правильно Сейчас делал. найдем тебя. Но дело не в этом. Дело в том, что как мне доказали, что это что там щиты используются. Там вот так вот, когда ты смотришь, там не видно. Вот просто ты не видишь. А только под медленной съемкой, четко, там 10-15 моментов каждый раунд видно, как просто вот нажимают клик, и он оп, наводится на стенку. А то и не видно. Очень прикол. Поэтому так это еще там не самый жесткий софт. А есть софты, которые люди говорят, что они стоят там по 5-10 тысяч долларов. Ну, а ты думаешь, куда Флюш от бабки девает? Он работает на перспективу, то есть он отдает, но если уже выигрыш. Не, просто тот чувак понял, что, братан, ты выигрываешь чемпы, я тебе помогаю. Ну, давай как-то делись. Ой, да если запариться, можно в такие, то никакая проверка на SL ничего не заметит. Думаешь? Вот даже, условно говоря, сейчас можно устройство, там, мышку, да, ты сдаешь ее. При этом ты ее получаешь, стоп. а рядом с тобой какое-то еще одно устройство. Не, братан, не так. Ты даешь мышку, продаешь в кармане другую. Да, ну это самый простой. Так он проработает. Да. Самый зачем внутри? Просто мы приехали, подключаемся, все, подключил другую мышку и играешь. Или там, сдайте телефон, а я думаю каждый раз, а зачем вам телефон? Я могу такую маленькую флешечку взять с собой. Не, прикол в том, что вчера я взял у Трэвиса мышку, дал в флейме просто, никто ничего не сказал. Ну, да. Поэтому такие пирожки. Все это